Добрый день, дорогие стрельцы! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на осень 2025 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее, это новый уровень, и наша астрономическая осень уже началась, она будет длиться с 22 сентября по 21 декабря. Присаживайтесь поудобнее, сейчас будем планировать. Ребята, это гороскоп подходит для всех тех, кто смотрит его по Солнцу, по асценденту, ну или же если вам нравится по Луне, да. Если вы смотрите по Солнцу, тогда стрельцы первой декады — это все те, кто родились в ноябре, такие мощные еще скорпионе, сила духа в них, да. Вам всегда хочется много, прям сейчас и все сделать, и вам, скорее всего, в жизни говорят: да остановись, перестань, почему тебе постоянно чего-то хочется придумать. Не останавливайтесь, это ваше внутреннее, и это у вас не отнять. Стрельцы второй декады по Солнцу — это те, кто родился с 1 по 10 декабря, и вы прям истинные стрельцы. Только не надо вот сейчас говорить, что все остальные, они недострельцы. Вообще нет. Просто у вас управитель Юпитер, Нептун, естественно, тоже. Но здесь очень много юпитерианского, стрельцовского. Почти все личные планеты в Стрельце, то есть здесь вам нужна по жизни большая цель, и к ней нужно стремиться. Поэтому если цели нет, то никуда и не придете. Стрельцы третьей декады по Солнцу, если вы родились с 11 декабря и до знака зодиака Козерог. Здесь уже чувствуется, конечно же, козерожье начало, здесь уже чувствуются планеты под Сатурном, то есть здесь уже чувствуется такое напряжение, хватка, гораздо более мощная, не такая легкая и творческая, как у стрельцов второй декады, да. То есть и здесь, ребята, нет такой истории, что как-то вот кто-то недострельцы, кто-то не те стрельцы или не такие стрельцы. Просто все стрельцы разные, и это нормально. Поэтому у нас в мире объединяет столько много разных и интересных людей. А если бы все стрельцы были одинаковыми, конечно, это было бы неинтересно. Если вы смотрите по асценденту, делите 30 градусов знака стрельца на 3 равных отрезка. И если знак вашего асцендента попал с 1 по 10 градус, это первая декада. Если с 11 по 20 градус — это вторая декада, с 21 по 30 градус — это третья декада стрельцов по асценденту. Если вы смотрите по Луне, ну, ребят, тогда просто смотрите, где у вас находится точно так же на 3 равных отрезка, делите и смотрите, да. Ну что, ребят, поехали. Кто смотрит меня давно, знает, что это гороскоп подекадный, поэтому я буду рассказывать на каждую декаду стрельцов разный гороскоп. Не потому, что я кого-то люблю или нет, а потому что именно астрологические аспекты сейчас к какой-то декаде дотягиваются, у какой-то их просто нет. Да? Я надеюсь, здесь все прекрасно понимают, что это общий гороскоп. И если у вас возникают вопросы по ходу этого видео, оставляйте в комментариях свою дату, время, место рождения, естественно, и ваш вопрос. Я открою вашу натальную и вашу транзитную карту для того, чтобы ответить именно по вашим данным, потому что общую картину я сейчас расскажу. Но домарных сеток, которые основываются на времени, месте рождения, у меня нет. Понимаете, о чем я говорю? Ну что, ребят, если готовы, давайте сейчас продуктивненько спланируем ближайшие 3 месяца для того, чтобы у нас с вами все было хорошо. И да, основное такое, из важных в этом сентябре у нас закончился коридор затмений, и мы все этому очень рады. Коридор затмений — это эмоциональная такая история. И в этот раз коридор затмений у нас еще проходил под аспектами с Лилит. Да, конечно же, Лилит у нас тоже бушевала, еще и ретроградный Меркурий у нас был в августе, да, в июле, в августе. И это история, которая тоже наложила свой отпечаток. Но скажу я вам сейчас, что мы вступили в такой марафон трехмесячный, который нас заставит, кого-то попросит, кто-то сам поймет, что нужно ускоряться. И к вашим днем рождения у вас уже будет такая мощная история движения вперед. Хочу сказать, что очень важная такая история для всех стрельцов, особенно для стрельцов первой декады, это что по истечению периода вот этой астрономической осени у нас Лилит
входит в знак Стрельца. И это случится 20 декабря, как раз-таки, ну, плюс-минус у нас заканчивается астрономическая осень, и там как раз-таки Лилит будет проходиться по всем. Хочу сказать, стрельцам, конечно же, на ближайшие 9-10 месяцев это стабильный такой цикл, но, скорее всего, дорогие стрельцы, вы уже заметили, что есть такая внутренняя чуйка, внутренняя интуиция, страхи, переживания, можно называть это как угодно, что уже есть такое предчувствие вроде как, да, все потому, что у нас целый месяц сентябрь на небе идет как раз-таки трин Юпитера с Лилит. Юпитер, дорогие, это ваш управитель, неважно, к какой декаде Стрельцов вы относитесь, поэтому вы уже прекрасно таки понимаете, что вам нужно делать. Вопрос мотивации, хочется или не хочется, да. Но опять же, если вы обратили внимание, то это видео я назвала новый уровень, не просто так. Потому что если сейчас мы поднимаемся над своими слабостями, над своими переживаниями и страхами, то есть мы в прямом смысле отделяем социальную картинку, социально желаемую картинку от своих желаний, да, то есть мы уходим от взглядов на общество к своей жизни, понимаем, что нам для этой жизни нужно, как нам хочется, чтобы она выглядела, для чего нам нужно определенные вещи в нашей жизни, тогда, конечно же, тогда быстрее будете двигаться вперед. Это я сейчас ко всем стрельцам говорю, потому что потом начнется соединение Лилит с Солнцем. Это всегда проверка гордыни, всегда проверка на вот наших таких моментов, которые выходят наружу, потому что Стрелец это знак зодиака, который любит быть на виду. Конечно, если ваше Солнце не в 8 доме, где-нибудь в 6 доме, ну в 6 доме тоже, в принципе, на виду хочется быть, в 8, в 12 доме. В 4 доме, если Солнце в вашей натальной карте, то вам хочется быть дома самым главным, как максимум, да, и в обществе как-то все вот эти истории перипетий не очень-то сильно вас волнует. Но здесь момент, когда нужно, в прямом смысле буду много сейчас говорить еще про страхи, про переживания, но мы берем блокнотики, ежедневники, прямо-таки себе пишем, что же мы вообще в своей жизни хотели. Потому что если мы сейчас честно признаемся в каких-то моментах, где мы не то что не дорабатываем, где мы в другую сторону идем, да, то есть и это вообще не та жизнь, которую мы хотим прожить, тогда этой осенью реально новый уровень можно взять. Это подъем, это хорошие переезды, это хорошие вложения финансовые, в недвижимость, в себя, в работу, в знания, работу, которая будет приносить стабильный доход в том числе, да, у кого-то переезд, у кого-то поездки. Для каждой декады стрельцов будет работать по-разному, у кого-то в более позитивном ключе, у кого-то в напряженном, но кому-то именно нужно пройти вот это напряжение для того, чтобы в прямом смысле осознать, что очень долгое количество времени шли не туда. Это про Лилит. Ребята, буквально таки 3 месяца остается до того, как Лилит зайдет в знак Стрельца. И сейчас вот эти моменты пройти все проще, потому что сейчас Лилит находится в потрясающем трине с Юпитером. И если вы в прямом смысле таки понимаете, что вы реально вообще отошли от своих желаний, от своих целей, самое время на это обратить внимание, потому что у нас таки закончился коридор затмения, наступает у нас лунный цикл, у нас начался 21-22 сентября, все в зависимости от того, в каком полушарии вы его встречали, да. И, конечно же, здесь момент, что у нас октябрь из всех осенних месяцев будет самым гармоничным, что ли, самым благоприятным. То есть этот лунный цикл у нас будет как по нарастающей. Научит нас договариваться. Почему? Потому что здесь история как раз-таки у нас и включается на днях Юпитер в квадратуре с Меркурием, когда нам необходимо договариваться, и договариваться необходимо будет со вторыми половинками, с людьми на работе. Это как раз-таки вопросы коммуникации, потому что Меркурий в весах, и это потрясающе получится как раз-таки сделать и у стрельцов второй декады, и у стрельцов третьей декады. Было бы желание, и нам всегда, конечно же, кажется, что мы где-то недостойны, что мы где-то не получается у нас такая история. Но вообще скажу, что если мы разложим вот так всю осень, да, и для каждой декады стрельцов, то вот такой большой план, да.
Первая декада стрельцов, у вас всю осень статичные аспекты с Плутоном. Причем это Плутон в благоприятном аспекте, который заставляет вас строить бизнес, работать до 8 ноября, работать в новых направлениях стрельцы первой декады, потому что старые вдруг начинают сыпаться. Стрельцы первой декады, особенно все те, кто родился вот прям в начале 20-х чисел ноября. Вот прям когда Уран оппозицию к вашему Солнцу делал, напишите, что у вас происходило в жизни. И я, конечно же, вам буду верить, потому что прекрасно на этих аспектах срабатывают совершенно киношные сценарии. То есть это что-то резко случилось на работе, когда план был совершенно другой. Закрывается проект, как-то переносится производство, сокращают штаты, все что угодно, лишь бы только вам пойти новой дорогой. И вот, как правило, у людей это выбивает почву из-под ног, но я вам говорю, что здесь нужно просто это осознать, понять, что вам хочется для того, чтобы начинать заниматься той работой, своей той задачей по жизни, которой вы всегда хотели заниматься. И Плутон как раз-таки здесь в благоприятном аспекте дает вот эту вот мощь и силу. Нептун тоже до 20 октября будет как раз-таки стрельцам первой декады в трине потрясающем благоприятном аспекте давать вдохновение. На моменты для переезда в том числе, да, движения, которые расширяют масштаб, горизонты, да, то есть если хочется переехать, эмигрировать, тоже есть для этого все аспекты, да, то есть моменты зачатия в том числе, если вы хотите завести ребеночка, выйти замуж, жениться, это тоже благоприятный аспект Нептуна на это, когда мы делаем что-то по большой любви, понимаете, да? Сатурн уже откатился то есть от аспекта, уже нет аспекта у Сатурна к первой декаде Стрельцов, но на настоящий момент как раз-таки и всю зиму, и всю осень, и всю зиму, можно сказать, почти всю зиму, до 13-14 февраля 2026 года Сатурн будет делать квадратуру стрельцам третьей декады. Сейчас вы мне скажете, что я вот вообще не люблю стрельцов третьей декады. Ребята, это не я придумала. То есть это финальная петля Сатурна. Стрельцы третьей декады, вы сейчас примерно понимаете, про что я говорю. То есть это финансовые вопросики, когда вы понимаете, что вам нужно много денег. Если вы до этого 2 раза этот аспект не поняли, то сейчас, то есть если вы быстренько его в себе в голове разберетесь, да, то это повышение финансового уровня, то здесь в прямом смысле аспекты Сатурна вырабатывают в нас терпение, ответственность, финансовую стабильность, заботу о себе, о здоровье, о позвоночнике. И причем, если мы финансов не дотягиваем, не дорабатываем, то мы же прекрасно это себе сами понимаем, да, мы себе понимаем, но признаться боимся, но наше тело начинает где-то там хворать, заболевать, то есть вот такая, если начинают здесь где-то зубы, кости, позвоночник барахлить, значит, признавайте себе честно, что те финансы, та работа, которая у вас не приносит вам либо того статуса, либо тех денег, либо не та ответственность, а вам хочется сильнее себя проявить. И это вообще абсолютно нормальная история. Кто-то скажет достигаторство, кто-то скажет вот зачем власть. Но скажу вам так, во-первых, каждому свое. Мы здесь пришли все, ну, с разными компетенциями, 100% это так, да. Кому-то и нужно достигаторством всю жизнь заниматься, кому-то нужно определенно иметь власть. Для чего? Потому что потенциал натальной карты, он такой. Его не смыть, не убрать, а особенно если вы знаете, что у вас в генах это передалось, да, генетику точно не замазать, да. И вот так оно подбирается, что человек, если вы считаете, что как-то вот я недостоин, вот у меня вот в семье там вот все были такие, ух, а я вот вообще как бы нет. Тогда здесь понимаете, потому что очень такая важная и мощная история, очень кармичная история у стрельцов третьей декады, это факт. Здесь ребята только в рост, и я вам не скажу, что вы пришли сюда, ваша задача как-то вот котиков гладить, да, то есть и здесь история в прямом таки смысле нужно расти, нужно стремиться, нужно характер свой показывать, и это нормальная такая история. В профессиональном
плане, в реализации. В личной жизни здесь, конечно же, задача посложнее, потому что тоже нужно вырабатывать свое определенное терпение. И здесь, конечно же, нужно таки понимать и принимать своего партнера. Хочется, не хочется, но весь октябрь, я хочу сказать, что у стрельцов таки третьей декады это такая задача не просто философская, она такая достаточно мощная, которая, скажу я вам, если вы смотрели мое большое видео «Любовный гороскоп», где я рассказывала, что все аспекты Сатурна, которые есть, просто здесь еще и Венера будет в оппозиции с Сатурном, да, забегаю вперед для стрельцов третьей декады. То есть эта история, все аспекты с Сатурном, когда мы понимаем, что здесь мы, если у нас в финансах и в реализации вопросики закрыты, тогда это вопросики в личных, в любовных отношениях появляются, да, когда мы чувствуем как будто бы одиночество, что нас не любят, что мы одиноки в проявлениях своих чувств и тому подобное. Это ни в коем случае не смешно, и каждый имеет право на эти чувства. Да? Здесь просто нужно таки донести до своей второй половинки, что мы, ну, то есть у нас есть тоже чувства, и мы как-то, может, возможно, да, и скорее всего это правда так, чувствуем совершенно по-другому. Поэтому мы и есть разные люди, да, даже люди, родившиеся в один день, даже близнецы рождаются с разными чертами характера, потому что там уже сетки домов перепрыгнули, понимаете, обстоятельства у людей уже разные. Поэтому здесь, понимаете, о чем я говорю. Плюсом. Плюсом, конечно же, это аспект очень хороший, да, для того, чтобы, например, в отношениях поговорить на очень душевные темы, как раз-таки склеить те самые недостающие части, например, поставить себе как семейную такую большую глобальную цель, да. Это очень хороший момент и аспект приобретения, покупки недвижимости, да, потому что если в других методах прогноза стрельцы третьей декады у вас как раз-таки все хорошо, в транзитах квадратура Сатурна, то я не скажу вам, что у вас все плохо. Это говорит о том, что вам нужно, наоборот, вот такого приземления. Приземление с точки зрения заземлиться. То есть для многих заземлиться – это пустить корни в прямом смысле. То есть это недвижимость, это брак, это продолжение рода, и это та стабильность, которая будет держать вас якорем. То есть если вы стрельцы третьей декады уже зимой 2025 года, когда зимой и весной, когда Сатурн шел по третьей как раз-таки декаде рыб, в прямом смысле таки эти вопросики проходили, сейчас будут те же самые вопросики возвращаться, которые это был март, это был февраль, ну апрель, наверное, ну давайте еще и апрель, потому что Сатурн там очень быстро прошел всю третью декаду стрельцов. Поэтому вот все те вопросики, которые весной 2025 года у вас вставали в жизни, то есть они сейчас опять возвращаются в полной мере. Не потому, что вы человек плохой, вам сказать, а потому что где-то недоработали, где-то недопоняли. И поверьте, у вас есть внутренняя сила вот так и подняться. Стрельцы второй декады, сейчас скажете мне, Жень, почему только про третьих и про первых? Да нет, стрельцы второй декады у вас однозначно мощная, красивая, интересная история сейчас, которая началась как раз-таки с коридора затмений, вот так вот мы движемся вперед, то здесь история, конечно, про такие большие, мощные, фундаментальные вещи, как кармические вопросики, решение кармических задач. С окончанием коридора затмений кармические узлы перешли во вторую декаду оси рыбы-девы, и значит вторая декада стрельцов как раз-таки сейчас решают вопросы. Плюс там еще есть Лилит, которая уже задает, то есть аспект с Лилит, которая уже задает прям таки очень много вопросов стрельцам второй декады. Это вопросы своей реализации. Кто я? За что я? Почему я? Куда я стремлюсь? То есть здесь вообще очень множество вопросов, которые возникают. И если в коридор затмений у вас возникли такие моменты, ну, это называется из серии экзистенциального кризиса, потому что стрельцы именно второй декады максимально подвластны вот этим эмоциям, потому что такая абсолютная история именно вот экзистенциального кризиса это у стрельцов второй декады, потому что прям ну, очень много Юпитера, то есть здесь прям про глобальное такое мышление, творческое, активная, яркая реализация. И если вы понимаете, что ваша мотивация никуда не идет, если вы ни к чему не стремитесь, и у вас нет сил, вы уже посмотрели на псевдо, не знаю, экспертов, кто в этом вроде как разбирается, а на деле посмотришь вообще непонятно,
кому верить, кому нет. И нет такого триггера, который бы заставил двигаться вперед, да. Поэтому здесь, дорогие стрельцы второй декады, если вы будете проживать в эту как раз-таки осень, вопросы, связанные с финансами, нужно их пересмотреть обязательно, потому что уже в октябре как раз-таки с полнолуния у нас первое событие этой осени, ну, вот оно у нас уже случилось, да, это новолуние было у нас в Деве, да, то есть новый лунный цикл у нас начался в Деве. Очень важная история, которая нас просит вот так четко, с расчетом даже где-то, да, в основной своей массе трезво и здраво посмотреть на свою жизнь зрелым таким путем, да, и понять, что нам нужно, а с чем необходимо попрощаться. То есть убрать какие-то моменты, которые не дают нам вперед, и какие-то моменты размышлений, каких-то и не приводящих ни к чему, да. Как раз-таки 6 октября у нас на небе будет полнолуние в Овне, достаточно агрессивное. И этот момент, дорогие стрельцы второй декады, естественно, на кого повлияет? Повлияет очень сильно на вас. То есть здесь будет такая история, насколько ли я себя чувствую счастливым человеком, насколько ли мне вообще нравится в моей жизни все то, что там есть, потому что ну, у нас будет как раз-таки после этого на полнолуние Луна встанет в квадратуру с Юпитером. Это такой момент внутреннего недовольства. Отслеживайте свои вот эти внутренние вопросики нереализованностью. То есть если будет претензия к нереализованности, если будет претензия к своим близким, родным, что как-то вот вам не дают проявиться, что есть такая эмоция, связанная как раз-таки с непринятием близких, родных вашей позиции, подумайте, может быть, где-то вы правда ушли не туда, где-то вы боитесь проявиться, выделиться на фоне их, где-то вы боитесь потерять окружение. Это тоже такая история очень сильно важная, потому что когда мы начинаем свой какой-то путь, не все его принимают. Особенно, когда вы, например, начинаете ту работу, которую вы всегда хотели. Извиняюсь, не выпустила финансовый гороскоп для стрельцов, но прям в ближайшие денечки его опубликую. И здесь в конце ролика, кто вот не сразу этот гороскоп посмотрит в течение нескольких дней, он появится, финансовый гороскоп для стрельцов. И это очень часто, всегда у стрельцов свой путь связан со сменой окружения. Вообще, в принципе, это так у всех, но у стрельцов очень сильно быстро это меняется так неожиданно. И здесь главное удержать свою внутреннюю человечность, я бы это так сказала, потому что захочется сразу так резко рубить канаты, почувствовать себя таким экспертом в жизни, что я все знаю, могу сам раздавать советы. Но здесь, как говорится, у стрельца путь в профессиональной деятельности – это дорога всей жизни. Век живи, век учись. То есть это такая глобальная вселенская мудрость, которая не дается ни в 20, ни в 30 лет. То есть это накопленный жизненный опыт, когда вы в прямом смысле таки понимаете, что жизнь – это гораздо больше, чем даже я, мы, вы, наша профессиональная деятельность. То есть если стрельца на самом деле вот такие масштабы волнуют, тогда я хочу сказать, что вы никогда не будете голодным, у вас всегда будут средства, на что прожить, не просто средства, а ваша жизнь как раз-таки будет идти туда, куда нужно. Это стрельцы второй декады, да, но здесь история, конечно же, пройдут очень много вопросов и в любовных отношениях, и пересмотр финансов, и личной жизни, и как вы хотите жить, и в работе, и профессиональной сферы будет казаться, что вы уперлись, потому что сложно признаться себе в каких-то обычных простых вещах. Это как раз-таки стрельцы второй декады и полнолуние 10 октября в Овне будет вам казаться, что достаточно он такой агрессивный. На самом деле здесь нужно таки понять историю, что вы сами остановились на месте и не идете дальше. На других декад стрельцов не повлияет это полнолуние так сильно, косвенно. Просто понимайте, что другие люди будут агрессировать. Октябрь, в принципе, у нас по накатанной такой идет месяц к осложнению. С 20 чисел у нас таки вообще там будет очень большой всплеск энергии, но мы не торопимся. Стрельцы первой декады. Ребята, я вам говорила, что у вас
такая большая, очень мощная, красивая история с финансовым прорывом. Плутон в благоприятном аспекте к стрельцам первой декаде, и он, как говорится, только начал разгоняться, да. Здесь, опять же, финансовая история, движение вверх Сатурна пока остановилось. Здесь история с Нептуном до 20 октября. Еще, конечно же, вот этот мощный запал. Ну и, конечно же, креатив и творчество Урана, которое даст о себе, конечно же, очень сильно знать. Как раз-таки у нас с 20 октября Уран станет в очень множество аспектов в оппозицию с Лилит, с Марсом, с Меркурием. Там еще в ноябре Венера подтянется. То есть понимаете, какая вот эта вот очень важная, интересная история станет. И стрельцы первой декады. Здесь, ребята, хочу сказать, что по вашим ощущениям будет казаться, что жизнь как-то начала очень резко и быстро меняться. Ну, во-первых, сразу хочу сказать, что нам никогда не даются задачи, с которыми мы не можем справиться. То есть, если резко что-то обнуляется, значит, это для того, чтобы максимально быстро освободить вас от тех историй, в которые вы сами себя затянули и не можете решить, договориться, сказать, то есть как-то перекроить историю своей жизни для того, чтобы она пошла в то самое русло, в которое вам хочется. Это стрельцы первой декады. И да, ребят, 6 октября я не скажу, что какой-то будет для вас очень сложный день, но такой день хороших сделок, да. С этого начнется, несмотря на то, что у нас там дальше убывающий лунный цикл 6 октября по 21, то эта история как раз-таки большие сделки, раскачать свои пробивные способности, в том числе и для стрельцов первой декады, это очень сильно важно нужно сделать, понимаете, ребят? То есть это такая история. Меркурий в Скорпионе, Плутон в Водолее, но при этом Плутон делает потрясающий секстиль к стрельцам первой декады. Это показать свою внутреннюю силу, договариваться, хотеть больше, стремиться в большее, не пасовать, не бояться, не стремиться. И до 8 ноября прекрасно таки на позиции Урана понимать, что все страхи, которые будут вам казаться, а они вам казаться не будут. То есть в них нужно таки разбираться. Берем блокнотик, ежедневник, пишем себе честно. Даже если это как-то неприятно, даже если это вызывает очень много эмоций, кажется, ой, да это смешно, да вообще, или там, я это уже проработала. Сейчас же модная такая вот история, да, я это уже проработала или проработал. Ну, во-первых, скажу, что все эти кризисы, да, все те, как их называют очень модно, да, страхи, пороки. То есть там говорят, нужно сходить с коучем, поработать и проработать. Хочу вам сказать, что все те аспекты, которые я открываю, вижу в ваших натальных картах, они есть у вас у всех. У меня, у других людей, у всех они есть. То есть и это невозможно проработать. Наша вообще, в принципе, кармическая задача прорабатывать вот эти аспекты, с которыми мы живем, да. То есть мы живем, когда-то этот аспект на нас вообще не влияет, да. И тут раз, пришло время, схлопнулись транзиты, и сразу начинается, особенно если там какие-то конфигурации. А конфигураций у нас в эту осень очень много, да. И тут приходит такой момент времени, когда мы в прямом смысле таки понимаем, что у нас такая что-то происходит не так, но как раньше в жизни у нас не получается. Это определенный новый уровень, и опять же этот аспект нужно уже в этой ситуации снова отработать. Да, и если мы каждый раз растем вверх, то есть это каждый раз новый уровень, и это каждый раз опять все те же вопросики, с которыми мы в принципе по жизни живем, и из нас это ну никак не убрать. Этого не нужно стесняться, этого не нужно бояться. Это нужно знать лицо и понимать, что в каких-то ситуациях мы просто боимся. Мы пасуем, мы не берем телефон, мы боимся коммуникации, мы боимся больших сделок. И октябрь как раз-таки это начало такого мощного периода для стрельцов первой декады, когда нужно таки отвечать на звонки, идти в те моменты, которые мы считаем максимально конфликтными, мы их привыкли бояться и обходить как-то стороной. Да нет, надо просто научиться в них договариваться и не обидеть себя, не обидеть партнера в бизнесе или в личной жизни. И это такой большой мощный вопрос, которому, как правило, нас не учили в детстве. Нам говорили, ну, кому-то говорили, стой на своем, да,
но как-то здесь ситуация даже должна быть пластичная, потому что если мы не только стоим на своем, а видим другую сторону, тогда мы получаем очень мощного и важного партнера в своей жизни. Пусть это в любви или же в бизнесе. Если в бизнесе, так это вообще супер круто, потому что здесь Плутон говорит, что вы сейчас будете встречать в своей жизни людей, с которыми вы можете потенциально строить бизнес. То есть это вот такая история на эту осень, дорогие стрельцы, понимаете. А для вас месяц и сентябрь, и октябрь — это прям такие мощные месяца прям по вашей жизни до дня рождения. Я про это хочу сказать. Понимаете, о чем я говорю? И да, у нас октябрь продолжается. После полнолуния 6 октября у нас, ну, пожалуй, 14 октября заканчивает ретроградное движение Плутона, он разворачивается, поэтому здесь все вопросы сильных, мощных дел коммуникации могут остановиться у стрельцов первой декады. Стрельцы второй и третьей декады будут в прямом смысле ощущать это взаимодействие с другими людьми, то есть вы будете по другим людям чувствовать какую-то некую остановку, какое-то некое промедление, момент выдержки, плюс-минус неделя, плюс-минус несколько дней от 14 октября. В целом этот период, отрезок времени занимает неделю. И дальше мы движемся. У нас 21 октября. 21 октября у нас начинается новый лунный цикл. И это, я не побоюсь сказать, история такая очень сильная. Вообще у нас в районе 20 октября начинает склапываться очень множество аспектов. И да, дорогие стрельцы, для вас очень сильное время начинается. Итак, с двадцатого октября у нас на небе, во-первых, у нас, кто смотрел меня давным-давно, еще летом, но это не так уж и давным-давно, да, помните, я говорила, у нас на небе потрясающая мощная конфигурация на заработок больших, стабильных, очень интересных, хороших сумм денег, если мы не пасуем. Еще раз, Лилит вызывает в нас коварные чувства. Вообще это не Лилит, просто Лилит мне здесь показывает, это как, знаете, такой значочек, который мне показывает, кто будет бояться больше всего, да, в этот определенный период времени. Так вот, дорогие стрельцы, здесь не бойтесь. Остановить вот эту историю с продвижением могут лишь только страхи и переживания. Это я сейчас ко всем стрельцам, всем декад говорю. Но у нас сейчас начинает активироваться очень интересная история. И да, начинает она работать, конечно же, с 20-го, 21 у нас октября. 20 вечером запускается на небе такая очень мощная оппозиция, но она не точна, она только издалека вот так фонит, не дотягивается градус до точности, это Юпитер в оппозиции с Плутоном. Точный аспект, точный, будет у нас в июне и в июле 2026 года. Сейчас расскажу коротенько. Оппозиция — это напряженный аспект. Астрологи любят рассказывать про трин. Это аспект миллионеров, миллиардеров, Юпитер в трине с Плутоном. Но почему-то не очень любят рассказывать про напряженный аспект Юпитера с Плутоном. В прямом смысле это оппозиция, или же если вы родились, у вас квадратура или соединение Юпитера с Плутоном. Но это совершенно другая история, да? Ну, то есть это тоже хорошие истории, но это сложные истории. Почему? Потому что денег на напряженных аспектах больше. Вы либо больше теряете, либо больше приобретаете. Поэтому, когда я всегда рассказываю про напряженные аспекты, у меня даже иногда бывает, это тот астролог, который делает акцент только на напряженных аспектах. Это смотря как посмотреть. И если сделать правильный акцент, то в астрологическом понимании приход и уход денег — это один и тот же аспект. Ну, то есть потеряете вы денег или заработаете вы денег — это один и тот же аспект. Почему я всегда говорю, минус на минус дает плюс. То есть плохое событие на нашу реакцию, понимаете, как это можно скультивировать, да, из лимона сделать лимонад. И это как раз-таки та самая история, когда мы, если мы напрягаемся больше, то да, мы какую-то часть денег теряем, но приходит всегда больше. При этом всегда мы бонусом получаем нашу внутреннюю силу и ощущение того, вот это мы смогли, вот это мы классно. Поэтому, а если еще у вас в других методах прогноза здесь вообще все супер классно, и это не просто обычный рядовой астролог вам сказал, что напряженные аспекты здесь боимся, ничего никуда не вкладываем, вот здесь вот ничего не делаем. Но хочу сказать вам, дорогие мои, что с 20 числа у нас вообще тут очень большие, мощные, сильные на небе аспекты, которые нам говорят, нужно таки сделать свой максимум. То есть если мы еще сентябрь, начало октября мы раскачиваемся,
сдерживаемся, договариваемся, вот мы такие лояльные, мы такие вот вроде как спокойные, то вот здесь приходит второй лунный цикл этой осени, 20 октября. У нас всегда под новолуние и под полнолуние всегда складываются определенные аспекты, которые заставляют нас как-то прокачать себя, да. Мы, правда, это чувствуем только какой-то интуицией, да, каким-то ощущением, что что-то у людей полнолуние, если все нервные, просто многие не справляются с этим напряжением. А здесь нужно справиться, потому что стрельцы являются знаком зодиака сложной октавы. Кто, имея мудрость и мировоззрение широкое, может таки понимать, что если что-то не складывается, то значит это для чего-то нужно. И да, 20 октября у нас складывается вот этот мощный аспект, который будет с нами 1,5 месяца. Понимаете, даже больше, чем 1,5 месяца, он только к середине декабря распадается. Плюсом 21 октября у нас новый лунный цикл в весах. То есть мы прекрасно таки понимаем, что весь лунный цикл, весь месяц до 20 ноября у нас такое четкое, мощное взаимодействие. Нравится, не нравится, хотим, не хотим. Но чем тактичнее, красивее мы проявляем свою дипломатию, да, риторику, уровень ораторского искусства, тем лучше у нас все в жизни получается. Потому что с 21 декабря у нас, ну как раз у нас вот к 20 числу сложилась уже Лилит в соединении с Меркурием, в соединении с Марсом. Это все добро в Скорпионе. На небе вот такая вот потрясающая и не одна конфигурация, это большой трин, когда вы договариваетесь, когда вы не поддаетесь эмоциональным паникам, паническим атакам и тому подобное. Потому что с 23 числа у нас Уран, который еще находится в Близнецах, будет очень сильно оказывать как раз-таки вот это влияние стрельцам первой декады. Но, ребята, вы знаете, что не поддаемся панике, не эмоционируем, пусть не тратим свои силы на вот это вот все. Потому что Уран у нас складывается в оппозицию вот с всем этим добром в Скорпионе, которое скоро перейдет в знак Стрельца. То есть вы чувствуете, это все будет в Стрельце первой декады. Но пока это где-то там в Скорпионе. Мы пока думаем, что нас пока не касается, пока Скорпионы третьей декады с этим совсем руководят, да. Так вот, Уран в оппозиции с Лилит, с Меркурием, с Луной, с Марсом. С Луной это на 23 октября, потому что там еще все наши чувства, да. То есть на нашей панике мы можем производить какие-то сложные, нестандартные ситуации. Мы будем думать, что вокруг очень много неадекватных людей, потому что Марс-Уран– это аспект неадекватности, когда мы не хотим задумываться о глобальном. Да? Здесь будет вопросы больших финансовых сделок, больших уровней, мощностей, когда кто-то у кого-то что-то хочет отнять, и к этому нужно подходить очень продуктивно, согласно своей жизни. При этом здесь находится потрясающий аспект, с которым, кстати, я почти всю, ну не почти, а всю жизнь живу. Правда, у меня квадратура. Здесь Уран в оппозиции с Меркурием. То есть это аспект сложных знаний. То есть это когда вы любую задачу в жизни можете решить нестандартным путем. Когда вам подвластны инженерные знания, астрология, в том числе технологии, вы с компьютером, с техникой на «ты», вы прекрасно вообще вот все инженерное, техническое, IT, и вот это вот все вам подвластно. То есть прекрасный момент осваивать сложные знания. Здесь криптовалюта в том числе, да. То есть быстрые, мощные сделки, графики, планы, когда нужно большой поток информации вот так вот выдать красиво, да, то есть здесь аналитика. То есть если вы в этот момент усложните все свои знания, то будет очень даже хорошо. Тогда вы не будете делать каких-то непонятных резких действий, уходить в закат, потому что Уран в оппозиции с Марсом, это когда нам хочется выйти из отношений, поругаться, сказать, что меня никто не понимает, я рву все свои связи, как и в бизнесе, так и с друзьями, так и в личных любовных отношениях. Поэтому здесь не делайте резких движений, основанные на панике, потому что там еще Лилит в соединении, понимаете, будут вылазить наши самые некрасивые, неприятные страхи. На кого это будет влиять? На кого это будет влиять в сложном ключе? Это будет влиять, конечно же, на стрельцов первой декады, просто потому что там и Лилит рядом, и Уран прямо-таки оппозиции бьет, заряжается в прямом смысле. Но при этом скажу вам так, стрельцы третьей декады, у вас все эти страхи, паники должны вас подвести к покупке своей недвижимости, к улучшению жилищных условий, к новым ценностям в жизни, да, плюсом у нас еще и 20 октября забыла упомянуть, как раз-таки
ретроградный Нептун вернулся в третью декаду рыб, а значит, стрельцы третьей декады снова и Нептун, и Сатурн в квадратуре к вашему Солнцу в транзитных картах. И здесь, знаете, ребят, такая история, когда мы хотим сделать что-то такое очень сильно, очень основательно, про фундамент, который я говорила, да, но либо лень, либо желание уехать, либо в депрессию впасть и невозможность решить. Понимаете, что эмоции Нептуна могут как раз-таки вот уводить нас в всякие какие-то иллюзорные состояния. Кто-то в измену может скатиться. Вместо того, чтобы купить в семье недвижимость, наоборот, да, кому-то захочется вот куда-то на сторону пойти, да, потому что и Нептун здесь в том числе на радостные эмоции, такой большой всплеск эмоций от долгожданных покупок в том числе, да, либо это какой-то долгожданный праздник на стороне. Ну, так себе, конечно, аспект уйдет, да, и это история, которая уйдет в минус, понимаете, я о чем я говорю. Потому что когда на напряженных аспектах мы делаем легкомысленные действия, нам потом это как раз-таки уходит в минус, особенно если это напряженные аспекты Плутона, Сатурна, Урана и Нептуна. То есть напряженный аспект Юпитера — это мы поворчали, покричали, ну, репутацию себе чутка попортили, потом можно это все исправить и окей. А если мы на таких сложных планетах, на напряженных аспектах делаем что-то не в плюс для себя, для своих близких, коллектива и тому подобное, тогда мы уходим в минус. То есть потом проходит этот аспект, и мы очень сильно сожалеем о том, что же мы в своей жизни наделали. Поэтому здесь не время для каких-то импульсивных таких действий. А потрясающие фундаментальные вещи, которые вас заземлят, это очень даже сильно за, и это будет давать ту внутреннюю силу, мощь, борьбу с какими-то трудностями, которые будут, а они у нас зима 2026 и весна не будут очень простыми. Не хочется сказать, что все будет легко и просто, но там у нас возвращаются планеты на места свои, поэтому здесь каждому свое, как говорится, да. Но про это я запишу следующее видео, и зима у меня уже финал, то есть название зимнего гороскопа — это финал, потому что там мы реально в той самой ситуации будем каждый, ну, себя где-то переделывать, где-то сами себе уступать, где-то со своими слабостями бороться. Но это будет такая финальная петля всех этих аспектов, с которыми мы последние 1,5 года живем. То есть, понимаете, для нас все эти ситуации не новые. То есть, если оглянуться, да, на свою жизнь год-полтора назад, то это все те истории, которые с нами случались. И сейчас это финальная петля. То есть, понимаете, да, финал будет у нас в январе, феврале и в марте. В феврале у нас, дорогие, будет коридор затмений с 17 февраля по 3 марта 2026 год. И там, конечно же, да, там такие моменты, вопросики уже совершенно другие будут у стрельцов первой декады, совершенно другие. Поэтому здесь, ребята, конечно, я вам хочу сказать, моменты осознания — это очень важно, но все-таки действие. Действие — это то, что нам нужно этой осенью. И мы идем дальше. 21 ноября у нас запускается 21 ноября у нас запускается новый лунный цикл, но тот лунный цикл, который у нас случился 21 октября, у нас слышали, да, там и Нептун вернулся обратно в рыбы, и очень много историй сложилось. И сейчас вот конец октября, вот он на всех этих началах, но очень мощное ноябрьское событие — это полнолуние. Полнолуние 5 ноября. Открываю эту дату, прокручиваю. Что нас ждет в этот день? Я не скажу, что это будет какой-то прямо-таки, знаете, день, который нас всех заставит как-то очень сильно передумать. Однозначно, однозначно, эта история будет очень важна и очень полезна таки стрельцам первой декады. Здесь у нас что? У нас Марс перешел в знак Стрельца, поэтому, дорогие стрельцы первой декады, и он не просто так перешел в знак Стрельца, он еще в оппозиции, в точной оппозиции с Ураном ретроградным, да. То есть здесь каковы будут ваши действия? Движения вперед, будут ли они агрессивны, либо будут они в сторону стабильности? Я, конечно, за то, чтобы это были ваши стабильные действия, те действия, которые приведут к стабильности, к реализации всего задуманного, всего того, что вы хотите. Но
При этом здесь и тот же Марс, и тот же самый Уран находятся в благоприятном аспекте и с Сатурном, и с Нептуном, поэтому здесь профессиональная реализация в том числе, здесь движение вверх, вперед, как угодно это называйте. Плутон по-прежнему находится в оппозиции с Юпитером, но Юпитер тоже имеет гармоничный аспект даже с Лилит, понимаете? Поэтому здесь, мои дорогие, я не скажу, что вам нужно как-то вот осесть, стесняться, волноваться. Нужно наоборот себя больше двигать вперед. Нужно позиционировать себя как человека, который сделает, как человек, который решил проявляться, браться за нечто новое, пробовать, экспериментировать в работе, в реализации. Потому что Уран всегда нам дает неожиданный эффект. Мы можем думать, что это вообще ни о чем, а по факту это то, что максимально оказалось удобно и понравилось людям. И это вообще та самая вещь, которую давным-давно не хватало. Если мы говорим про изобретения какие-то, да, если говорить про стрельцов второй декады, ребята, у вас по-прежнему вопросики кармические, вопросики реализации, какой уровень комфорта жизни я хочу, что меня заставит сдвинуться с той жизни, в которой я сейчас живу, почему я просел, почему я не развиваюсь, почему мои отношения тоже стоят на месте. То есть это момент, который вам нужно очень сильно разобраться, потому что засиделись. И я не скажу, что это какие-то сложные кармические вопросики, которые кармические узлы вам задают. Нет, ребят, здесь нормальная история. Буквально еще вот несколько месяцев и в январе кармические узлы поменяют уже декаду и уйдут к первой декаде стрельцов, будут спрашивать Солнце стрельцов первой декады. И здесь как раз-таки, ну, если вы смотрите по асценденту, тогда кармические узлы будут задавать в вашей личной жизни вопросики, на которые вы давным-давно не обращались, потому что напротив асцендента у нас находится дисцендент. И это история наших брачных отношений 100%. И когда кармические узлы стоят в квадратурах, это такие кардинальные вопросы и решения на повестке личной жизни. Да, кстати, в конце видео прикреплю асцендент в Стрельце или же в Близнецах. Если же асцендент у вас в Близнецах, значит седьмой дом у вас находится в Стрельце, то есть ваша брачная жизнь полностью под управлением Стрельца. А если же ваш асцендент в Стрельце, тогда ваша брачная жизнь находится под управлением Близнецов. И это сложная задача для брака, сложная задача поистине для брака, но здесь нужно таки заземляться. Здесь как раз-таки та самая история, которую многие не хотят видеть, что брак и отношения – это то, чему нужна стабильность и опора. Вот такая история. Идем дальше. С 5 ноября у нас, естественно, по классике после полнолуния тоже схлапывается очень много чего. У нас там и 7 ноября и Венера в квадратуре с Плутоном, момент наших максималистских идей, когда нам что-то хочется и очень сильно, и очень много. Влиять это будет на стрельцов первой декады. Опять же, ребята, понимаете, если у вас в личной жизни все хорошо и вам все понятно, тогда вы понимаете, что вам в профессиональном плане нужно больше денег, нужно больше власти, нужно больше связей, и это нормально. Настраивайте здесь, поднимайте свой бизнес, свое дело, начинайте свое, что-то новое, и это получится у вас хорошо. И 8 ноября у нас как раз-таки следом, да, у нас Уран возвращается в знак Тельца. Ну, еще будет влиять на стрельцов первой декады. Вот прям те, кто рядышком со Скорпионом родились, там 21, 22. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть вот этот вот момент, вот эти денечки, кто родился в эти денечки, конечно, смотря в какой год, да, то есть у вас еще будет сохраняться вот эта оппозиция с Ураном. На кого-то она уже так не будет влиять. И да, у нас, естественно, что потом? Следующее такое событие, такое мощное, да, Уран вернулся в знак Тельца до 26 апреля 2026 года. Поэтому стрельцы первой декады, понимаете, что до этого момента, до 26 апреля 2026 года, Уран на вас влиять не будет. Если, конечно, он не оказывает какие-то аспекты к вашей личной домарной сетке, которую я здесь не вижу. Ребят, прошу это понимать. А потом опять на виражах ускоряемся, что-то новое запускаем. И главное, не переживать, если что-то меняется и идет вперед. Если не смотрели большое видео «Уран в Близнецах»,
в конце ролика его прикреплю, полезное видео, его периодически смотрят и думают, как же мы проведем ближайшие 6-7 лет, пока Уран будет находиться в Близнецах, и какое влияние он на всех на нас окажет, на самом деле очень сильно изменится на многие сферы жизни, к которым мы таки привыкли, и Стрельцы не исключение. Но здесь мы можем лишь изменить свою жизнь. Поэтому, если говорить про этот лунный цикл, который начался в октябре и закончится 20 ноября, да, то он у нас такой момент очень мощный. Я не скажу, что следующий лунный цикл полегче, он еще на повышение идет, да, там как раз-таки начинают стрельцы отмечать свои дни рождения, да, но я скажу так, дорогие стрельцы, и первой, и второй, и третьей декады, что здесь история такая очень важная в ноябре, очень важная в ноябре, и да, конечно же, одно такое событие, к которому мы, может быть, будем не готовы, но мы, естественно, все это проживем. У нас с 9 по 29 ноября ретроградный Меркурий. Вот так вот думала, может, вообще про него не рассказывать. Но нет, для стрельцов он важен, потому что он начинает свое движение как раз-таки ретроградное в знаке стрельца и заканчивает в Скорпионе. Заканчивает в Скорпионе. 19-20 ноября он возвращается как раз-таки с новым лунным циклом, он меняет знак. То есть из Стрельца в Скорпиона он возвращается. И вот, понимаете, все то, о чем я говорила, да, все то, о чем я говорила вот в этом видео для первой, для второй, для третьей декады Стрельца, понимаете, оно имеет вот такую очень важную историю, которую, возможно, мы не захотим услышать, да, мы не захотим как-то вот ее понять, осознать, нам захочется как-то вот полегче, но я не скажу, что здесь какая-то суперсложность, нет. 20 как раз-таки ноября у нас начинается новый лунный цикл. При этом ретроградный Меркурий уже перескочил в Скорпион. Вообще новый лунный цикл у нас будет в знаке Скорпиона. То есть, понимаете, еще не перешло Солнце в знак Стрельца. В этом-то и будет такая небольшая, маленькая сложность для Стрельцов, потому что следующий лунный цикл, финальный, осенний, пройдет с таким скорпионным напряжением. И здесь не про то, что нам нужно сдаться, да, здесь про то, что нам как раз-таки нужно, нам как раз-таки нужно осознать свою внутреннюю силу и подняться таки на новый уровень. То есть дни рождения для стрельцов, они будут очень важными, они будут с осознаниями. Здесь, конечно же, ретроградный Меркурий в оппозиции с Ураном, в Скорпионе. При этом это вопросики, сейчас вот буду про весь месяц, да, говорить, для который на самом-то деле вопрос времени, когда мы к этому придем, потому что каждый стрелец по-своему воспримет этот гороскоп, по-своему его проживет. И здесь нет ни хороших и ни плохих. Уровень готовности, принятия, да, и реализации наших решений, он у всех разный. Это нужно учитывать. Солнце всем одинаково, ребят, не светит. Но история того, что даже вот это вот все счастье, которое у нас скопилось в Скорпионе, вот прям еще чуточку и перейдет в Стрельца, да, первой декады. То есть здесь Луна, Солнце, ретроградный Меркурий и Лилит, и на подходе Венера, которая в Скорпионе. И вот в декабре, да, она уже будет в соединении вот там с Меркурием, вот это вот все слили, да, то есть сначала у нас такая наша внутренняя реализация, а потом мы начнем это все выплескивать в отношения. Это я сейчас всем стрельцам говорю, да, потому что вот это вот все добро имеет такой благоприятный аспект к Юпитеру, к управителю вашему, дорогие мои стрельцы, и поэтому это будет влиять на всех стрельцов, всех декад. То есть Юпитер в трине с ретроградным Меркурием, Солнцем, с Луной на момент начала нового лунного цикла, с Лилит в том числе. И точно так же все вот это добро в тринах с Сатурном и с Нептуном. Точно так же это все в благоприятном аспекте к Плутону, все это также в оппозиции с Ураном в том числе, но вот здесь будет очень много событий. Ну, во-первых, у нас в октябре, в ноябре очень много будет еще событий, да, с финансами, связанными на рынке в том числе. Поэтому будьте к этому готовы, убирайте шум и панику внешнего мира. Ну, когда у нас октябрь, ноябрь были простыми временами, да, октябрь-то еще будет как-то полегче. А вот ноябрь, стекаясь к 20 числам, вот там будет ощущение того, что что-то прям таки реально произойдет. И очень сильно такая история, если вы разбираетесь в истории, вы все прекрасно сами таки понимаете, да, к чему все идет. Но история того, что весь мир это прекрасно, мы любим весь мир. Но самое главное в момент урегулировать свою жизнь.
И здесь вопросы сильных принятий решений, финансовых в том числе, момент закрепить свои финансы, их умножить, для того, чтобы они не пропали, для того, чтобы они, то есть все кровно заработанное, ваши дорогие стрельцы, да, осталось с вами. То есть здесь нужно прям таки и юридически, и финансово, и стратегически подойти к своему кошельку, к своим заработкам, да. То есть здесь прям таки нужно над собой подумать, да, как вы можете зарабатывать. То есть здесь различные вот такие финансовые истории. Кто-то вложится в недвижимость, кто-то вложится в себя, в свои знания, в образование, и это тоже нормально. Кто-то захочет поехать эмигрировать, путешествовать в том числе. У кого-то командировки, кто-то захочет жениться, замуж выйти, ребеночка родит. И я не скажу, что это планы все плохие. То есть если у вас есть запасной вариант, да, я про то, что вы всегда можете себе тростиночку подложить в каких-то сложных финансовых вопросиках, то на момент к 20 ноября здесь, конечно же, очень важно это сделать. У нас ретроградный Меркурий добавляет вопросы коммуникации в финансовых сделках, которые не будут не проходить очень легко, но нужно договариваться. Ретромерка в трине с Сатурном, терпение, сила воли и пробовать, пробовать делать, делать, не сдаваться. То есть здесь вообще у нас отпадает история того, что мы сдаемся. Ноябрь месяц сложный, но не невозможный, ребят. И мы заканчиваем ноябрь тоже не с простыми аспектами. То есть стрельцы первой и второй и третьей декады, ребят, хочу сказать, что у стрельцов первой декады вся эта история будет работать через экстраординарные, сложные, непонятные жизненные ситуации, когда вас будут в прямом таки смысле заставлять вкладываться в свое развитие, то есть кого-то жизненные обстоятельства заставят нечто новое делать, пойти новым путем, и это не сложно. Это будет страшно, но не сложно. Нужно смотреть с другой стороны, да, плюс уметь договариваться, на связи, юридически быть подкованными в том числе. Стрельцы второй декады, ребята, у вас здесь нужно максимально делать, и ваши некомпетенции могут вам сыграть злую шутку с вами. Поэтому здесь нужно быть очень сильно аккуратным. Марс идет по второй декаде Стрельца на конец ноября, да. Здесь таки нужно эту историю очень четко понимать. Плюсом, вот здесь история договоров, здесь история, связанная с любовными отношениями, в том числе пересмотр своего я, любовных отношениях и как вы взаимодействуете, да. То есть здесь история быть гибким, пластичным, уметь менять свою точку зрения, даже когда вам кажется, что если я поменяю свою точку зрения, но это же неправильно, это несправедливо. Понимать, что правда у всех своя. То есть здесь вот такая вот история, дорогие стрельцы второй декады. Стрельцы третьей декады уже говорила про вынужденное какое-то заземление, про какие-то якори, это либо брак, либо недвижимость, потому что в новом мире, в новом свете все это как тлен, я лучше поживу на арендном, и мне от этого будет хорошо, никогда в жизни я не возьму ни под какой кредит себе недвижимость. Дорогие, здесь, как говорится, уж лучше усложниться так, и это даст вам, вы не поверите, какую нереальную опору для того, чтобы таки закрыть большой пласт ваших проблем. Плюсом здесь, конечно же, брачные отношения. Здесь на самом-то деле это все приятные такие моменты по жизни, но почему-то с появлением социальных сетей вся эта история очень сильно стала работать по-другому. Но почему-то многие поверили, что жить одним днем это очень даже классно, но при этом не заглядывая дальше, что вот те люди, которым сейчас молодым говорят, что жить одним днем это прекрасно и классно, но забывая, что целое поколение может остаться одинокими. Буквально таки, ребят, у нас в 2044 году на Плутон выходит из знака Водолея, переходит в Рыбу. У нас наступает эра не просто творчества глобального, но если так не позитивненько, то Великой депрессии. Потому что у нас за ближайшие 20 лет, плюс-минус год, да, очень сильно поменяется институт семьи, институт своего счастья, институт своего хобби. И вот эти вот все публичные картинки, они лопнут как мыльный пузырь, и потом окажется, что у нас целое поколение оказалось на улице. Ну, то есть у нас все же привыкли в арендном жить, все же привыкли иметь свои какие-то истории, связанные «я вот хочу свободные отношения». И так у нас получится целое поколение одиноких людей.
Почему? Самые умные, гениальные Homo sapiens, которые сейчас пришли в это время, ведутся на вот такую социальную повестку. Чувствуете, да? То есть здесь нужно таки думать стратегически о моментах эволюции, которые мы сюда очень много не просто веков шли, столетий, тысячелетий. Понимаете, я о чем говорю, ребят? То есть здесь нужно таки пересмотреть тоже свои какие-то моменты в жизни и понять, куда мы идем, да, какой след мы оставляем после себя, потому что стрелец это знак зодиака, который максимально влияет на человечество. Ну, то есть это тот знак зодиака, который выстраивает маршрут вперед. Под стрельцами все маркетологи, ребята, понимаете, что вот эта маркетинговая история, она либо лопнет, и смотря какой маркетинг маркетингу рознь. Потому что есть истории, которые реально работают, но их очень мало. То есть, понимаете, я о чем говорю? То есть здесь нужно понимать свою внутреннюю философию и того, что нам навязывает общество. И если здесь приземляться, то у стрельцов третьей декады все получится очень классно, ребят. Получится хорошо, и вы в итоге себе скажете, вот это я молодец, вот это я просто класс. И да, мы идем дальше. У нас буквально еще несколько минуток, и я закончу. Это такой большой, мощный, много выдала информации стрельцам. Идем дальше. У нас следующее событие, у нас заканчивается в конце ноября ретроградный Сатурн, 28 ноября он у нас заканчивается, 29 ноября заканчивается ретроградный Меркурий, и это будет очень хорошая история, если мы взаимодействуем, это тоже все очень хорошо, прекрасно и потрясающе, и с 24 ноября у нас в далекой оппозиции, но складывается Венера-Уран. То есть это момент, когда нам хочется в отношениях выйти в закат, сказать, что нам отношения не нужны, нам нужны свободные отношения, нам нужны какие-то другие, однополые эксперименты. И вот эта вот вся история, когда мы просто хотим все разрушить. Я про это уже говорила, но эта история Венера в соединении с Лилит, между прочим, вот здесь, под давлением, под эмоциями, под нашими страхами. То есть здесь нужно эту историю убирать. Еще раз повторюсь, потому что здесь есть вот такая история уйти не туда и сложно вернуться к себе. Понимаете, о чем я? То есть иногда какие-то выход из каких-то отношений не дает нам вернуться опять-таки в эти отношения, потому что где-то мы очень сильно перегнули палку. Понимаете, я о чем говорю? Не допускайте это в своей жизни. Лучше разберитесь в своих страхах, панических атаках, называйте это как угодно, потому что Уран это та планета, которая дает как раз-таки панические атаки, и это может быть еще в отношениях, то есть вот эта вот история, когда нам хочется сказать, вот, меня никто не понимает, и что-то вот такое происходит. Поэтому здесь очень сильно в этом разберитесь. Это стрельцы и первой, и второй, и третьей декады, мои дорогие. И здесь все должно обязательно получиться. Главное договариваться, главное договариваться. И да, мы идем с вами дальше. У нас декабрь. Одно из мощнейших событий декабря это полнолуние. Полнолуние у нас будет 4-5 декабря. Оно будет в Близнецах. Чувствуете, да? Полнолуние в Близнецах, и эта история очень-очень хорошо отыграет, конечно же, будет очень сложно стрельцам второй декады в плане своего какого-то задетого эго, гордыни, что ли, да, потому что здесь Солнце будет во второй декаде стрельцов и делать квадратуры на кармические узлы. Ребят, сложные такие задачки будут вам даваться, но я не скажу, что невозможно. Обычно, когда мы честно себе признаемся в каких-то вещах, да, это перестает больше нас как-то удивлять, травмировать. То есть мы с этим соглашаемся, и у нас как-то вот так вот все тело расслабляется, мы такие, так это же ведь правда так, почему мы этого так сильно боялись, почему мы не хотели вот это сделать. Здесь просто нужно сделать какие-то свои выводы, где мы понимаем, что мы уперлись в стену, где мы не правы. Поэтому мы уперлись в стену, и мы не идем дальше. И это вот такая вот история. История у стрельцов первой декады – это Уран в точной оппозиции с Лилит. И мы плавно идем к тому, что Лилит уже прям-таки совсем чуть-чуть и войдет в знак Стрельца. И здесь, конечно же, будет немножко страшно перед будущим у Стрельцов первой декады. Ребята, не бойтесь. Почему Уран еще дает, да, что новое, резко что-то меняется, где-то обнуление, да, у кого-то, кто-то теряет работу, где-то увольняется. Помните, я про киношные истории говорила, да? Но основной страх у этого всего – это страх отсутствия будущего. А для того, чтобы этого страха не было, нужно вернуться в настоящее и понять так,
А почему нам вот там страшно? Мы же сейчас здесь. То есть основная такая приземленная история. Мы вот здесь в настоящем. И что мы можем сейчас для себя сделать для того, чтобы наше будущее было гораздо лучше, чем наши страхи нам его рисуют. Понимаете, я о чем говорю? И когда мы четко себе говорим, да мы же с этим совсем справимся. И здесь как раз-таки и Сатурн, и Нептун тоже находятся, хоть уже укатились неточные трины, да, к Солнцу Стрельцам первой декады и слили. То есть, разобравшись в себе, получится очень даже хорошо. Стрельцы третьей декады, у вас Марс идет по вам, как раз-таки на момент этого полнолуния. Здесь, конечно же, действие, не агрессия, не портить отношения, а действовать. Действовать максимально продуктивно, максимально плодотворно. Здесь как раз-таки и Марс у нас входит в квадратуры с аспектами с Сатурном и Нептуном. Как раз-таки те истории, да, вот, если вы посмотрели, же очень много снимала сегодня. Начинала записывать про стрельцов, и кот ученый не дает записывать без, все-таки без него, без нее. Вот. И здесь как раз-таки Марс в квадратурах к Сатурну и Нептуну как раз-таки про те самые моменты приземления. А это декабрь. Декабрь это очень хороший момент для того, чтобы с учетом того, что и это как раз-таки история вашего дня рождения, когда у нас переключается каждый персональный год, да, включается новый соляр, у нас всегда много сил, у нас события прошлого года нас заставляют делать, и у нас включается уже Новый год, когда мы в прямом таки смысле, у нас такая двойная сила обоих годов, то есть такая энергетическая история, если вы, конечно, в это верите и разбираетесь, но стрельцы в это верят, я точно знаю, да, но третьей декады стрельцы более приземленные, могут сказать, Женя, что за дичь, но и такое тоже можно быть. Давайте про реальное, про рациональное. Здесь квадратура Марса с Сатурном, который заставляет действовать рационально. То есть истерику не надо. Выстроили план, действуем рационально, вкладываемся в недвижимость, движимую или нет, потому что здесь получится очень хорошо покупка недвижимости, автомобиля в том числе. Здесь какие-то большие глобальные планы. Если вы надумали себе переезд, то тоже у вас это должно хорошо получиться. Думайте, дорогие стрельцы третьей декады, у вас все должно получиться хорошо. Идем дальше. У нас 11 декабря заканчивает свое ретроградное движение Нептун, и у нас вот складываются такие поистине сложные аспекты уже к концу лунного цикла. И прямо-таки здесь, знаете, ребят, наступает такой момент выдержать. Марс в точных квадратурах к Сатурну, Нептуну, стрельцы третьей декады максимально решают свои стабильные финансовые вопросы путем действий и их реализации. Стрельцы второй декады на любовные отношения, вопросики в своих отношениях, которые вы не докрутили, да, потому что ваши отношения исходят от вас. Если вы в начале осени не сделали те самые выводы в своей жизни, как вы хотите жить, то, скорее всего, вы начали заблуждаться, где-то себе лукавить. И в отношениях точно так же вы не искренне, потому что корень у слова искренность – это искра. Когда мы говорим то, что мы на самом деле думаем, в нас как будто вот здесь искра вот так зажигается, и какой-то такой огонь с нас идет. А стрелец – это знак огня. В прямом смысле это выше октава огня. И если стрелец не развивается должным образом, каким он хочет, то он по знаку зодиака больше похож на Овна, который предъявляет претензии, чего-то где-то там ему все не угодили, а когда нужно просто действовать, а стрельцу еще думать масштабами, невероятными масштабами, тогда все будет получаться. Стрельцы первой декады, заканчивайте как раз-таки эту астрономическую осень, подходите, уже Лилит прям-таки, ну почти, да, то есть она переходит у нас 20 декабря в первый градус Стрельца, но при этом Лилит переходит в благоприятном трине с Сатурном и Нептуном. Опять же повторюсь, Стрельцы первой декады. Если разберетесь со своими страхами, переживаниями, паниками, то вы будете тем самым профессионалом, которым хотите. Вы будете тем самым экспертом, которым хотите. И вы будете тем самым бизнесменом, которым хотите, потому что у вас здесь и Плутон, и Уран, и Юпитер в точности, но вот сейчас вот от Юпитера аспекта нет, да, здесь уже
более сложные аспекты, которые заставляют, конечно, двигаться вперед. Поэтому, дорогие мои стрельцы первой, второй и третьей декады. Конечно, у стрельцов первой декады начало осени гораздо интереснее, продуктивнее. В декабре останутся уже такие осознания, да. Но я все-таки хочу, чтобы эти осознания в декабре, которые к вам придут, стрельцы первой декады, они были по большей части того, что вы сказали себе: вот это я классный, вот это я молодец по всем сферам жизни, которые меня волновали, да. И сейчас я на этих виражах хочу сделать еще больше. И тогда конец 2025 года вы проведете с теми самыми осознаниями, умозаключениями, которые вам нужны, и приятными эмоциями под бой курантов. Конечно же, не просто загадайте себе желание, что я хочу как-то вот очень сильно обнулиться, а вы себе в прямом таки скажете: вот это я хочу еще больше выстрелить, вот это я хочу еще больше сделать, чтобы у меня было все вот это так классно и вау, да. Стрельцы второй декады. Ребята, у вас история с отношениями, у вас история с отношениями, у вас история, связанная прежде всего, уже говорила, исходит очень сильно от вас, кто вы, куда вы идете, какого масштаба вы личность, и эту историю, которую, понимаете, вот так таки я пытаюсь каждый раз, максимально больше выдать, да, в гороскопе, но я даже не знаю уже иногда, какие слова подобрать, да, для того, чтобы вы поняли, что вы способны на большее. Но почему-то играете второстепенную роль в своей жизни, чего-то сидите, чего-то ждете. И вот как раз таки кармические задачи, которые у вас будут этой осенью случаться, да, они все связаны с нахождением взаимодействия, коммуникации для того, чтобы вы поняли, что вы не дорабатываете, не доигрываете своего знака стрельца. То есть масштаб у вас не тот, уровень у вас не тот, и вам нужно очень сильно подтянуться. Стрельцы третьей декады. Итог этой осени и бой курантов, конечно же. Я не удивлюсь, и если вы будете как раз-таки в момент подписания договоров каких-то очень важных, очень сильных, 31 декабря 2025, да, но это история того, что там и Меркурий как раз-таки в квадратурах к Сатурну и Нептуну. То есть это очень сильные сделки, переговоры, коммуникации, что для вас будут очень важные вопросы стоять на кону вашей жизни, и это будет очень хорошо. Поэтому здесь я вам не скажу, что вам нужно расслабляться. У вас вообще октябрь попроще, ноябрь посложнее, декабрь должен быть с результатом. И, ну, если в декабре не получится результат, то там, забегая вперед, январь, ну, январь будет не таким, конечно, супермощным, но все же заставит попотеть. Очень много историй на конец декабря. Если не доделаете на январь, конечно же, отложить можно. Но если сделаете в декабре все, что вы хотели, все, что вы спланировали, тогда в январе будут уже совершенно другие вопросы. Но не вините себя, если вдруг что-то недополучилось. Мы все с вами люди, имеем свойство уставать. И здесь главное понимать, что для вас это важно, и вы это сделаете. Просто будьте открыты переговорам, мощным действиям и не сдавайтесь. Вам вообще нельзя сдаваться. Но у вас такая история очень классная, красивая, мощная. А если оставаться на уровне таких просто какие-то долговые отношения, сложные истории, из которых очень долго не можете выбрать. Нет, ребят, вот давайте уже в сентябре закрывайте эту историю поскорее, чтобы в декабре у вас уже были вопросы других полетов. Понимаете, о чем я говорю? Вот такой гороскоп для стрельцов первой, второй, третьей декады. Дорогие, я желаю вам потрясающей осени, новый уровень, это однозначно он ваш, поэтому здесь не надо стесняться, не надо бояться. Стройте себе план, четкие цели, и тогда у вас все будет получаться. Главное, нужно к ним идти. Не предъявлять претензий, не ругаться с близкими, а наоборот таки понимать, что близкие это те самые люди, которые вас поддержат, которые за вас горой. То есть это те ваши фанаты первого порядка, которые, если у вас есть, вам вообще не страшны никакие моменты, связанными с репутациями, все какие-то несовершенные сделки, не случившиеся ситуации. Вы потом все равно встанете и пойдете дальше и все будет хорошо. Ребят, спасибо большое, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, полезно в конце ролика по классике актуальные видео. Если вы их еще не посмотрели, посмотрите, примите верное решение, и тогда у вас все получится хорошо. Ну и вопрос, конечно, в режиме свободного времени я на них постараюсь ответить. И увидимся в следующем ролике. Пока-пока.